Приветствую всех на своем канале, с вами Маламадры, и сегодня у нас, ребята, будет гайд по квестовым кораблям. То есть мы рассмотрим абсолютно все квестовые корабли, я выделю из них лучший корабль, естественно, выделю, которые хорошие корабли, и расскажу про плохие. Мы не будем, ребята, рассматривать, например, такие корабли, как Барк Пуэбло или какой-нибудь, я не знаю, Серио. Этого всего не будет, будут только годные корабли, которые даются за квест. Тем более в реалиях Карибской легенды, когда весь баланс кораблей переломан, то, я думаю, будет ребятам интересно, как вообще какой корабль выбирать и на каком ходить на постоянной основе. Поэтому, ребята, несем себе какую-нибудь вкуснятину. Не забываем, что каждый вторник, среду, четверг и пятницу в 15:00 по московскому времени на моем канале проходят стримы, где очень интересно, классно и отлично. Поэтому обязательно приходим. И давайте без долгих вступлений, так скажем, да, начинаем. И первый корабль — это легкая щебека Мейфенг. Посмотрите, как она прекрасно выглядит. Да, посмотрите, какой у нее прекраснейший внешний вид. Изначально она ходит против ветра, что очень даже неплохо, но, к сожалению, не в Карибской легенде, когда особенно смотрим на статы. Также в выборе лучшего квестового корабля не будет, знаете, не будет именно все опираться конкретно на характеристики. Также я буду учитывать, как тяжело получить тот или иной корабль, что нужно для этого сделать, середина, начало или конец игры. Имеем это в виду. Значит, этот корабль можно получить, если выполнить голландский гамбит за Голландию. Дается он в награду. За голландский гамбит можно получить 3 корабля и только в единственных экземплярах. Поэтому за Голландию только щебека, ребята. Смотрим, что это вообще из себя представляет, что за корабль, да? Значит, мы имеем скорость 11, ну, 11,5 плюс-минус. То есть это отвратительная скорость для щебеки, особенно если у нас написано, что непревзойденный ходок на всех Карибах не найдется другого корабля, способного ходить практически против ветра. Но какой смысл ходить против ветра, если скорость у нас 12 узлов? Никакого. Маневренность хорошая, курсовой угол, естественно, против ветра, 3500 у нас дедвейта, 109 человек у нас команды и 20 пушек 16-фунтовых, что неплохо. Добывается корабль, еще раз повторю, в голландском гамбите был один из лучших кораблей, можно сказать, да, потому что все 3 корабля, они прекрасные, прикольные и классные. Но сейчас проходить за Голландию не имеет никакого смысла, особенно в Карибской легенде, ребята. Поэтому эта щебека, к сожалению, несмотря на ее превосходный внешний вид, несмотря на ее классное описание и игру, допустим, в ККС, да, за нее, в Карибской легенде, к сожалению, эта щебека отправляется в помойку, абсолютно ненужный корабль, никого догнать она не может, никакой пользы она принести не может. Единственный смысл, уникальность, то, что она ходит против ветра, и все. Больше ничего в ней классного, ребята, нету, поэтому мы ее выкидываем в помойку. А это приватирский кетч «Мираж». Очень прекрасный корабль тоже, значит, имеет он у нас 13,5 узлов скорость, что лучше, чем у Мейфенг, но недостаточно, ребята. Маневренности у этого корабля поменьше, но особого, знаете, такого эффекта между щебекой и кетчем не будет. Курсовой угол у нас кораблик ходит посередине, дедвейт практически 6000, то есть, можно сказать, это торговый корабль, команды больше, 133 человека, и мы имеем 18-фунтовый максимальный калибр и 22 орудия, что делает этот корабль таким, знаете, неплохим по сравнению с тем же Миражом, ой, точнее, не Миражом, а щебекой Мейфенг. Где этот корабль можно взять? Он красивый, безусловно, но он какой-то, знаете, как будто пропорции не соблюдены, и он какой-то, я не знаю, сплющенный, что ли. Или как это еще назвать, как будто из детского мира взяли фигурку корабля. А где его взять, если пройти голландский гамбит за Англию? И тогда нам дается этот превосходный корабль, ребята. Сказать, что он плохой, сказать не могу. Он примерно сейчас, именно конкретно в легендарке, он, знаете, такого ниже среднего класса. То есть есть намного круче кораблей, мы на нем можем ходить, но особых таких, знаете, лавров мы не будем собирать, мы торговцев не будем догонять, потому что у торговцев 17 узлов скорость, как мы догоним, невозможно это сделать. Поэтому просто проходной корабль обычно берется за гамбит за Англию, ребята.
Еще один корабль из детского мира, который называется патрульный бриг «Валькирия». Вот это вот из этого трио, с ним практически ничего малоуважаемые разработчики не делали, поэтому характеристики остались плюс-минус такие же, то есть какие должны были быть. Значит, мы имеем практически 20 узлов скорость, что неплохо и классно, маневренность 55, угол по ветру, D2 4000, команда 115 человек, чуть меньше, но это не важно, и вооружение мы имеем 20 пушек, 16 фунтовки, максимальная у нас у этого кораблика идет. Значит, где его взять? Нужно пройти голландский гамбит за тайную организацию, ребята. Естественно, кто знает и смотрит мои ролики, знает, что тайная организация моя любимая, потому что там и Эркюль дается, там и квесты интересней, и кораблик покозырней. Поэтому, ребята, вот такие вот дела шелка. Если мы прошли гамбит, естественно, стараемся пройти за тайную организацию, чтобы получить вот эту вот Валькирию. То есть она прикольная, этот корабль. Скорость большая, торговцев можно нагнать, дедвейт большой, вооружение неплохое, поэтому вполне себе хороший, классный корабль, какой и должен был быть изначально и Мираж, и Щебека. Но, к сожалению, Мираж и Щебеку пофиксили, чтобы у игрока был выбор только тайную организацию проходить. Зачем это сделано, неизвестно, ребята. А это, ребята, малый фрегат Гриффондор. В легендарке он называется тяжелый корвет и перекочевал во 2 класс он. Получить его можно по сюжету. Никаких проблем с его получением ни у кого быть не должно. Единственный вопрос, то что это все у нас дается в конце игры, когда уже в принципе да и не надо. Поэтому этим кораблем очень мало кто пользуется, и я так думаю, что особого смысла в нем тоже я не вижу, потому что к этому моменту у нас уже есть намного круче кораблей. Тот же Калиучи, к примеру, или другой любой тяжелый фрегат, допустим. Поэтому фрегат Гриффондор, почему он стал корветом, для меня абсолютная загадка. Давайте смотреть характеристики. Значит, мы имеем 18 узлов скорость, что прекрасно. Мы имеем 38 маневренность, маловато, можно было бы больше, но сойдет. Курсовой угол у нас идет по ветру, естественно. Практически 6000 дедвейта, 3 сотни команды и вооружение 32 фунта, 34 пушки у нас мы имеем. Поэтому корабль хороший, корабль классный, корабль красивый. Единственная его проблема, что он получается в конце игры. Поэтому пользоваться или не пользоваться им, для коллекции можно, а на постоянной основе, ребята, вообще не советую. Еще раз повторю, проблема в том, что просто в конце игры он дается. Если бы он давался в середине хотя бы, это был бы топовый корабль. Возможно, стоял бы наравне с Калиучи. Но имеем, что имеем, ребята. Тяжелый палакар Торрера, который, я бы сказал, один из моих любимых кораблей, был когда-то, да, до нерфа его. Получить его можно, если выполнить квест под черным флагом, точнее DLC. Квест у нас будет называться Корида. Если мы его сделаем, получим в награду вот такого вот красавчика. Внешний вид уникальный, внешний вид прикольный, внешний вид классный. По характеристикам, значит, смотрим. 15 узлов плохо, маневренность хорошо, курсовой угол, к сожалению, палакар Торрера теперь ходит посередине, а не против ветра, хотя у него максимально косые паруса. И как он может ходить посередине, остается для меня загадка, и для тех, кто делал баланс, скорее всего, тоже. Дедвейт 6000, то есть практически у нас остындец какой-то, да. 168 человек команды, вооружение 20 фунтов и 24 пушечки мы на этом корабле имеем. Хороший корабль, но не сказать, что классный. Мне кажется, что Валькирия даже могла бы посоперничать с этим кораблем. Но мы, если сравниваем какую-то огневую мощь, то я думаю, что на этом палакре, даже несмотря на его жесткие нерфы, можно все-таки какую-нибудь Валькирию или какого-нибудь торговца замочить. Но мы его, к сожалению, даже не догоним, потому что у торговцев скорость по 18 узлов, у нас 14,50. Как это работает, я вообще не представляю, ребята. Поэтому идем дальше. Быстрый фрегат Фортуна. Шикарнейший корабль, ребята. Выглядит хорошо, но можно сказать из детского мира, потому что он должен быть больше. Но это абсолютно не важно. Его основная проблема в том, что он дается в конце игры. И, в принципе, для середины игры это шикарнейший, ребята, корабль. Превосходный корабль для середины игры. Но для конца игры он, в принципе, да и не нужен. В помойку можно его отправлять. Значит, смотрим. Скорость практически 19 узлов. Маневренность неплохая. Курсовой угол ходит у нас корабль по ветру. Дедвейт 6300 имеет, 400 человек команды. Вооружение мы имеем 36 фунтов и 42 пушки, ребята. 42. Поэтому, если бы этот корабль давали в начале саги, даже в конце бы саги этот корабль бы дали, ну, знаете, это круто. Это шикарнейший корабль.
Просто отличнейший корабль. Но проблема его, ребята, в том, что он дается в конце игры. Понимаете? И если бы разработчики любили корсары, проходили бы их хотя бы до конца, хоть кто-нибудь бы их прошел бы, они бы хотя бы знали, что очень много кораблей, та же Фортуна, тот же Гриффиндор, да, тот же Олифант. Ну, зачем нам вот эти корабли в конце? Тем более Олифант дается сначала, хотя это первого класса корабль, а Гриффиндор и Фортуна дается в конце. Зачем он в конце нам нужен? Кстати, в некоторых играх есть точно такая же проблема, когда самые крутые награды даются в конце игры. Зачем они мне нужны в конце игры? Правильно? В чате обязательно, точнее, в комментариях обязательно напишите, ребята, как вы считаете. Правильно, что такие классные корабли даются в конце игры, и они уже нахрен никому не нужны. Очень будет интересно почитать, ребята. Военный кетч Химера. Это, ребята, такой, знаете, усовершенствованный мираж. Дается он, если мы выполнили гамбит за Англию и прошли квест Книпеля. И тогда в награду мы получим вот этого вот красавчика. Но проблема в том, что во время того, как разработчики возводили в абсолют Валькирию, получилось так, что Валькирия лучше, чем Химера. Вы представляете, как это вообще возможно? Если вы посмотрите мои старые стримы, где только добавили вот этот вот квест с Химерой, и вы увидите статы этой Химеры, ну это что-то, ну, классное, имбалансное. То, что нужно, мы страдали же, правильно? Мы же, там квест же непростой все-таки. Скорость мы имеем 15 узлов, 47 маневра неплохо, курсовой угол практически посерединке, так же, как и почему-то у Торрера. Как это вообще работает, я не понимаю. Дедвейт 5000, команда 182 человека. Мы имеем вооружение 20 фунтов, 26 пушек присутствует у нас на этом корабле. Советовать этот корабль нет. Точно нет. Валькирия лучше, чем этот корабль. Этот корабль превосходит только командой немножко. И все. Поэтому Валькирия лучше, чем вот эта вся тема песни. Поэтому проходить, если голландский гамбит, то только ребята за тайную организацию. Остальные у нас неиграбельные темы песни, потому что награды за них плохие. Поэтому у нас, к сожалению, Химера отправляется в помойку до тех пор, пока не повысят характеристики этого корабля, и он не станет таким же имбалансным, который был изначально, когда только этот квест писался. Пинг Принципио. Посмотрите, как он сделан. Видите? Здесь пропорция плюс-минус корабля соблюдена. Но если мы посмотрим на какой-нибудь фрегат, он даже меньше. Как это работает, я не знаю, что с пропорциями. Значит, получить этот корабль можно, если выполнить помойные DLC «Черная метка». Что я крайне не советую, ребята. У меня есть на канале обзор на это DLC. Кому интересно, обязательно смотрим. Значит, что это такое? Что это за чудище болотное, да, так скажем? Это отсылочка на первые корсары. И Николас Шарп, наш всеми любимый, первый корабль его был именно Пинг Принципио. Именно тот корабль, который игрок менял спустя 20 минут игры. Значит, что мы имеем? Мы имеем 13 скорость, мы имеем 55 маневренность, 6 класс, естественно, здесь. Угол мы имеем, который ходит практически чуть-чуть, слегка против ветра. Дедвейт 2200, команда 65 человек, вооружение 16 пушечек по 12 фунтов максимально мы имеем. Никакого смысла, еще раз повторю, в этом корабле нету. Потому что, когда мы начинаем играть, у нас есть Аделина. На Аделине мы захватываем Барк Пуэблу. После Барка Пуэблу мы захватываем Щебеку, точнее не Щебеку, а шхуну военную Серио за последний урок. И дальше уже гамбит идет. Зачем нужен нам этот пинг? Остается, ребята, загадка. Поэтому этот кораблик, вот это вот чудище, уходит, к сожалению, в помойку, ребята. Королевский галеон «Святое милосердие». Посмотрите на его пропорции. Пинг был больше визуально, чем вот это вот огромный галеон. Значит, получить этот галеон можно, если купить DLC номер 1, называется шиппак, и в конце тебе дадут вот такой вот кораблик. Имейте это в виду, ребята, где взять. В обычной игре взять невозможно, только за DLC. Поэтому сейчас возносится в абсолют DLC-шные корабли платные, естественно, поэтому характеристики у таких кораблей намного лучше, чем у остальных, поэтому давайте смотреть. Корпус 6200 неплохо, скорость для такого корабля хорошая, маневренность мы имеем среднюю,
неплохую тоже, да. Курсовой угол у нас практически посередине, но идет больше по ветру. Практически 8000 дедвейта, что неплохо. Плюс еще определенные бонусы здесь есть. Если мы там будем мечом махать святым, у нас будет корабль качаться. Короче, это все темы для отдельных роликов. Сейчас только корабли, ребята. 240 человек команды мы имеем и вооружение 30 пушек по 24 фунтов. Поэтому основная проблема, ребята, это внешний вид и то, что этот корабль продают за деньги отдельно. Причем квест не сказать, что какой-то супер классный. Поэтому, ну, каждый решает для себя сам, хочет он этого или не хочет. Но внешний вид, ребята, это вообще что-то с чем-то. Пинг 6 класса больше, чем вот этот вот корабль. Как это вообще возможно? Я не знаю. Еще один мини-корабль, патрульная шнява Леди Бет. Кстати, на странице, точнее на скриншотах у этого DLC написано, что эта Леди Бет должна быть 4 класса. Скриншот я вот сейчас прикрепляю. Но здесь он у нас 5, поэтому имеем это в виду тоже. Получать его можно, получить, точнее купить его можно, если шиппак номер 2, да, DLC. И играть на нем, если кому-то хочется. Но я не советую, ребята. Я не советую. Значит, что мы имеем по характеристикам? 17 скорость, практически маневр шикарный. Курсовой угол у нас ходит кораблик по ветру. Дедвейт 3700, команда сотня. Вооружение мы имеем 20 пушек 16-фунтовых. Естественно, все платные корабли DLC-шные, они превосходят обычные, которые за квесты. Поэтому имейте это в виду, сейчас DLC-шные корабли будут возводиться в абсолют. И если делать какими-то читами себе нормальные характеристики, то все остальные корабли будут намного слабее нас. И это уже будет поломанный баланс и будет не совсем интересно. Корабль неплохой, выглядит неплохо, прикольно, только с пропорциями, еще раз повторю, проблема. А так, в принципе, все прекрасно. Пиратский брик Мементо дается, как вы поняли, за 3-е дополнение по кораблям. Стоит денежку, еще раз повторю, то есть в обычной игре этого корабля нет. Выглядит хорошо. Не сказать, что он какой-то пропорции не соблюденный здесь. Здесь плюс-минус нормально, особенно если вот так вот смотреть. Давайте смотреть характеристики сразу же. Естественно, они будут лучше, чем у какой-нибудь Валькирии, наверное. Значит, скорость 18 узлов, практически маневренность неплохая. Курсовой угол ходит по ветру кораблик. 5000 у нас дедвейта. 140 человек команды, 4 класс, кстати, мы имеем. И вооружение 22 пушки, 18 у нас калибр максимальный. Корабль неплохой, то есть у нас, смотрите, если мы возьмем DLC-шные корабли, то это я бы взял на заметочку, это шняву патрульную, вот это вот брик Мементо, неплохой, да, Валькирия неплохая, то есть они, как скажем, знаете, промежуточные корабли, то есть Валькирия, если у нас уже есть Валькирия, вот эти корабли уже нахрен не нужны, поэтому имеем это в виду, если мы сразу проходим и Гамбит, получаем Валькирию, и в принципе зачем нам вот эти вот корабли. Святое Милосердие, не скажешь, что он какой-то классный, но тоже в помоечку его можно отправить, ну, характеристики неплохие, конечно, но мы на нем долго не будем задерживаться в любом случае. Поэтому Валькирия пока что у нас лидирует, ребята. И давайте смотреть дальше. Линейный галеон Калиучи. Один из самых сильнейших кораблей и самый сильный в ККС. Для тех, кто не в курсе, на нем можно штурмовать форт спокойненько себе. Но разработчики не могли такое позволить игрокам, поэтому они его понерфили, но даже несмотря на нерв, это довольно-таки неплохой кораблик. То есть на нем можно вполне себе хорошо играть и захватывать всяких торговцев, либо отбиваться от пиратов. Значит, что мы имеем? Мы имеем 13 скорость, 14 узлов скорость. Представляете, корабль-призрак 14 скорость. Где это вообще видно? Маневренность 32, курсовой угол по ветру, практически 9000 дедвейта, 533 у нас команды. И 56 пушечек по 36 фунтов имеется из вооружения. Также этот корабль можно отреставрировать, и он будет помощнее. Не сказать, что он будет таким же, каким был в ККС до реставрации, но будет уже намного лучше. Получить его можно, если пройти DLC, которая встроена в легендарку Калиучи. Мы его проходим и получаем в награду вот такой вот кораблик. Но это не все награды, которые за это DLC доступны, но все же имеем это в виду. Прикольный, классный корабль, выглядит шикарно. Многим нравится, кстати, когда он отреставрированный, похож на человеческий корабль, а не на корабль-призрак. Но мне нравится ходить на таком. Если вы заметили, на стримах постоянно только Калиучи у нас присутствует. Я корабли, в принципе, кроме как Калиучи, не хожу на других. Испанский галеон Эль Касадор.
Раньше в ККСе этот Элькасадор был просто, знаете, даже не квестовым кораблем. В легендарке вначале это был уникальный корабль, какой-то не сделанный. Сейчас его сделали по пропорциям, все в порядке. Как мы видим, хороший длинный корабль. Получить его можно теперь, под черным флагом его не получить. Получить его можно в одном единственном случае, если у нас наград за голову от Испании будет максимальной, и тогда встретиться лицом к лицу с охотниками за головами, и во флагмане будет стоять именно вот этот вот корабль. Он квестовый, можно сказать и не квестовый, но он уникальный. Это самое главное. Корпус у нас 7200, во второй класс он перешел. Скорость 13 узлов. Хотя он гонял за нами по черным флагам, вспомните как. Маневренность 35, курсовой угол по ветру, 8200 у нас дедвейта, 361 человек команды, 38 пушечек мы имеем и 36 фунтов калибр. Я бы вообще не советовал заниматься вот этим вот фармом этого корабля. Да, Элькасадор, да, уникальный корабль. Но, во-первых, нужно награду за голову набить очень огромную. Во-вторых, сразиться нужно. У нас будет и времени, и нервов больше потрачено. И этот корабль, знаете, особых звезд с неба не хватает. Мне кажется, что даже Святое Милосердие будет лучше, чем вот этот вот кораблик. Поэтому, еще раз повторю, каждый выбирает для себя сам. Пока что у нас два фаворита. Линейный корабль Эклятон. Дается он за DLC, которая встроена в легендарку, то есть за ККС-ное DLC, Герой нации. 66-пушечный корабль, которым у нас постоянно впаривают. То есть внешний вид у него на любителя, огневая мощь на любителя, есть намного лучше линейные корабли. Но это квестовый корабль, поэтому надо про него рассказать. Значит, мы имеем корпус практически 10 тысяч. Где я не упоминал корпус, он не имеет значения. Скорость мы имеем практически 13 узлов, больше, чем у Щебеки. Имейте это в виду, ребята. Маневренность 32. Курсовой угол по ветру 14 002, то есть очень много боеприпасов поместится у нас. 742 команды и 42 фунт максимальный, 66 пушек мы имеем вообще на всем корабле из вооружения. Сказать, что он каких-то звезд с неба хватает, нет. Внешний вид нет. Обычный стандартный линейный корабль. Получил, да и в портовое управление поставил. Идти на него на форт тоже такое, потому что у него скорость довольно-таки маленькая. Поэтому каждый решает для себя сам, еще раз повторю, ребята, я, может быть, повторяюсь постоянно, но этот корабль мне не нравится. Поэтому я бы его пропускал мимо полностью. Отреставрированы Калиучи и еще плюс два корабля, которые, в принципе, не имеют уникального внешнего вида, линейные. Первый корабль — это Сан-Филиппе, который дается у нас по квесту «Защита Сан-Пьера», если мы его захватим, естественно. И второй корабль — это Виктори, который дается за депешу Кромвеля. Огромные линейные корабли, внешнего вида особого уникального не имеют они, поэтому сказать, что они крутые, крутые. А вот это вот у нас отреставрированный Калиучи. То есть смотрите, какая разница, да, то есть мы имеем, ну, эта разница, если что, несравнима с тем кораблем, который у нас был в ККСе, обычный Калиучи. Вы представляете, какие там характеристики должны быть вообще, как его понерфили, до какой степени. И плюс он выглядит не так красиво, как, допустим, обычный Калиучи. Значит, мы имеем 14 скорости, 32 маневренности, курсовой угол по ветру, дедвей 9000, команда осуждаю. Вооружение мы имеем 56 пушек, 42 фунт, то есть мы можем поставить полные кулеврины и спокойненько себе идти и штурмовать форт, естественно, с компанией своих любимых офицеров и других любых кораблей, потому что у фортов у нас по 2000 команды, и с 600 человек мы захватить, к сожалению, не сможем, какой бы у нас классный и крутой скилл не был бы. Поэтому, ребята, выделим мы из самых лучших кораблей, это Валькирия, Калиучи и отреставрированный Калиучи, то есть это 3 самых лучших корабля, еще раз повторю, ребята. Поэтому ходим изначально мы на Валькирии. После того, как мы получили Валькирию, мы выполняем по черным флагам, мы берем себе какой-нибудь, я не знаю, Тореро, либо обычный другой корабль, какой-нибудь фрегатик тяжелый, либо обычный корветик какой-нибудь. И после этого у нас уже начинается пиратская сага, туда-сюда, Калиучи мы уже себе приобретаем и ходим до конца игры, естественно, на Калиучи.
Ключ перестанет быть хорошим, когда скорость у него будет 8 узлов, и вообще не можно будет двигаться. Вот тогда, конечно, да, ключ тогда, к сожалению, отправится в помойку. Поэтому, ребята, всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Не забываем, что у меня каждый вторник, среду, четверг и пятницу на канале проходят стримы в 15:00 по Москве начало. Так что обязательно приходим, смотрим. Если вы были, если вы забыли, если вы хотите. Очень интересно, очень классно, поэтому всем, ребята, рекомендую. Еще раз всем спасибо за просмотр. Играйте и ждите только хорошие игры. Всем пока!